Посреди бескрайних синих просторов Атлантического океана, там, где встречаются дыхание Европы и горячие ветры Африки, лежит остров парадоксов – Гран-Канария. Третий по величине в Канарском архипелаге, но, возможно, первый по своему невероятному многообразию. Климатологи и географы часто называют его континентом в миниатюре. И это не просто красивая метафора для привлечения туристов. Это чистая правда, высеченная в камне, зелени и песке. Представьте себе место, где всего за 1 час езды на автомобиле вы можете покинуть золотые песчаные пляжи, залитые круглогодичным солнцем, проехать сквозь густые влажные реликтовые леса, где деревья укрыты густым туманом, и подняться на суровые вулканические вершины, где зимой иногда выпадает снег. Этот остров ломает стереотипы. Он не укладывается в рамки обычного курорта. Гран-Канария — это сложная, многослойная экосистема. Целый мир, уместившийся на клочке суши диаметром всего в 50 километров. Каждый поворот горного серпантина здесь открывает новый пейзаж, словно кто-то невидимый переключает декорации в гигантском театре природы. На севере бушует Атлантика, обрушивая свои тяжелые волны на отвесные скалы, а влажные пассаты питают изумрудные долины. На юге царит вечное лето, где сухие овраги спускаются к безмятежному океану. Гран-Канария — это место, где география играет с человеческим воображением, приглашая в путешествие, которое изменит ваше представление о границах возможного. История этого острова началась задолго до появления первого человека. Около 14 миллионов лет назад дно Атлантического океана содрогнулось. Из колоссального разлома в земной коре вырвалась магма, вода закипала, превращаясь в густой пар, а раскаленная порода слой за слоем поднималась из километровых глубин к поверхности. Так, в огне и ярости первозданных стихий родилась Гран-Канария. Ее геологическая летопись написана языком базальта и туфа. Центр острова — это гигантский вулканический щит, изрезанный глубокими ущельями, которые здесь называют Барранкус. Эти ущелья, словно морщины на лице древнего старца, расходятся от центра к побережью. Они были прорезаны мощными потоками воды в те далекие эпохи, когда климат здесь был куда более суровым и дождливым. Символом этой неукротимой геологической силы стал Роке-Нубло — скала в облаках. Этот гигантский базальтовый монолит высотой 80 метров возвышается на высоте почти 2000 метров над уровнем моря. Он выглядит как палец великана, указывающий в небеса. Когда-то Роке-Нубло был центральным жерлом колоссального стратовулкана, который со временем разрушился под воздействием эрозии, оставив лишь свое самое твердое базальтовое ядро. Стоя у его подножия, глядя на то, как облака цепляются за камни, человек ощущает свою абсолютную ничтожность перед лицом вечности. А чуть дальше возвышается Пико де лас Ньевес,
Самая высокая точка острова, откуда в ясную погоду на горизонте отчетливо виден величественный конус Тейде на соседнем Тенерифе. Задолго до того, как на горизонте появились белые паруса европейских каравелл, Гран-Канария уже была обитаема. Первые люди прибыли сюда, как предполагают ученые, из Северной Африки около 2500 лет назад. Их принято называть гуанчами, хотя на самой Гран-Канарии их исторически вернее называть канариями. Эти люди были высокими, светлокожими и часто голубоглазыми, что до сих пор вызывает споры среди антропологов об их точном происхождении. Они жили в изоляции от всего остального мира на протяжении столетий. У них не было металла, они не знали колеса и не строили лодок, способных пересекать океан. И тем не менее, они создали удивительную сложную культуру неолитического типа. Канарии жили в естественных и искусственных пещерах, вырубленных в мягком вулканическом туфе высоко в скалах. Одно из самых поразительных свидетельств их существования — Куэва Пинтада, расписанная пещера в городе Гальдар. Ее стены украшены сложным геометрическим орнаментом, красными, черными и белыми квадратами и треугольниками. До сих пор ученые гадают, что это — племенные символы, лунный календарь или просто декоративное искусство. А высоко в горах в Риско-Кайдо древние обитатели острова создали уникальный храм в пещере, где луч солнца, проникающий через узкое отверстие, отмечает дни солнцестояния и равноденствия с поразительной астрономической точностью. Эти камни хранят память о гордом народе, который любил эту землю, поклонялся солнцу и луне, и чьи голоса навсегда растворились в шуме океанского прибоя.
Конец XV века изменил судьбу Гран-Канарии навсегда. Эпоха великих географических открытий требовала новых портов, новых баз для рывка в неизвестность. В 1478 году корабли Кастильской короны высадили войска на северо-восточном побережье острова. Началась конкиста – жестокая и кровопролитная война за контроль над островом, которая длилась долгих 5 лет. Канарии сражались отчаянно. Вооруженные лишь деревянными копьями, камнями и пращами, они использовали великолепное знание своей сложной гористой местности, устраивая засады в глубоких ущельях и сбрасывая камни со скал на закованных в броню испанских солдат. Но силы были неравны. Огнестрельное оружие, железные мечи и привезенные европейцами болезни сделали свое дело. Оставшиеся в живых аборигены были ассимилированы, проданы в рабство или приняли христианство, навсегда утратив свой язык и исконную культуру. С этого момента Гран-Канария стала важнейшим форпостом на перекрестке миров. Всего через несколько лет после покорения острова, в 1492 году, в бухту Лас-Пальмаса зашли корабли Христофора Колумба. Великому мореплавателю нужно было починить мачту на Пинте перед тем, как совершить свой исторический прыжок через Атлантику в поисках Индии. Сегодня дом в историческом квартале Вегета, где по преданию останавливался Колумб, служит музеем, напоминая о том, что именно отсюда, с Канарских островов, началась история Нового Света. Остров превратился в мост между Европой, Африкой и Америкой, впитывая в себя культуры, товары и традиции 3 континентов. Но Гран-Канария – это не только дикая природа и пляжи. Это остров тружеников, людей, которые веками учились извлекать жизнь из сложной вулканической почвы. Если уйти от побережья и углубиться в плодородные долины севера и центра, открывается совершенно иной аграрный мир. Земля здесь невероятно богата минералами. Достаточно добавить немного воды, и она отзовется буйным ростом. В долине Агаэти, спрятанной среди высоких скал, находится уникальное место – единственная в Европе плантация, где в промышленных, хотя и небольших масштабах, выращивают кофе. Тень старых деревьев укрывает кофейные кусты, манго, авокадо и папайю.
Воздух здесь напоен ароматом цветущих фруктовых садов. Чуть выше в горах, в городке Террор, бьется духовное сердце острова. Здесь находится базилика покровительницы Гран-Канарии, Богоматери на сосне. Каждое воскресенье тихие улочки городка, украшенные традиционными канарскими домами с резными деревянными балконами из канарской сосны, оживают. Местные фермеры привозят сюда свои товары. Знаменитые сыры, коптящиеся на дровах, мед, собранный с эндемичных горных цветов, и крепкое сладкое вино. А в городке Арукас, у подножия древнего вулкана, возвышается величественный неоготический собор из черного базальта. Этот город окружен бесконечными плантациями бананов, главного экспортного продукта архипелага. Бананы здесь особенные, небольшие, сладкие и невероятно ароматные. И именно в Арукасе производят знаменитый канарский ром, используя технологии и традиции переработки сахарного тростника, которые формировались здесь на протяжении столетий, еще до того, как тростник был завезен на Карибы. Гран-Канария — это больше, чем точка на карте. Это калейдоскоп эмоций и впечатлений, собранный в идеальной пропорции. Это остров, который проверяет вас на прочность ледяными ветрами на вершине Пика де лас Ньевас и нежно обнимает теплом песчаных дюн Маспаломаса. Она учит нас тому, как жизнь может пробиваться сквозь безжизненный камень, как древние традиции аборигенов незаметно вплетаются в культуру современных испанцев, как величие океана заставляет переосмыслить масштабы человеческих проблем. Каждый, кто хоть раз стоял на краю глубокого барранка, вдыхал терпкий запах канарской сосны и слушал, как бьются волны о базальтовые скалы с севера, увозит с собой частичку этого острова. Гран-Канария не просто остается в памяти туристическими фотографиями. Она оседает в сердце особым ритмом, спокойным, величественным и вечным. Континент в миниатюре, который оставляет в душе след максимального размера. Место, где огонь, вода, ветер и время создали свой абсолютный шедевр.